Уже больше года я глубоко погружаюсь в тему продвижения в системах искусственного интеллекта. ChatGPT, Gemini, Perplexity. Как сделать так, чтобы эти системы рекомендовали ваш бизнес вашим потенциальным клиентам? Если вы следите за моим каналом, вы уже видели видео на эту тему. В рамках этого исследования я провел опрос предпринимателей, владельцев бизнеса, маркетологов, фрилансеров из разных ниш и разных стран. И там были цифры, которые меня лично удивили. 67% либо проверяли себя в ChatGPT и не нашли себя там вообще, себя, свой бизнес, либо вообще никогда не проверяли. И 53% не имеют активного контента, который искусственный интеллект вообще мог бы даже проиндексировать. При этом в открытых ответах почти все написали одно и то же. Хочу стабильный поток клиентов без зависимости от рекламы. Но при этом ничего не делаю, чтобы в эту сторону направляться. Эти цифры объясняют, почему этого потока нет у большинства. Потому что канал привлечения клиента в ваш бизнес, он существует. Но большинство в нем не присутствует, просто потому, что не знают, как туда попасть. Сегодня я хочу дать вам конкретный план, из чего состоит система продвижения в искусственном интеллекте и в каком порядке ее строить. Когда я начинал разбираться с этой темой, я прошел через то, что обычно проходят люди в такой ситуации. Я сначала, как я говорил раньше, купил все курсы. Все, которые нашел по теме, оказалось, что большинство из них это просто перекрашенные, переупакованные курсы по SEO, по поисковой оптимизации. То же самое, те же методы, но другое название на обложке. Причем все мы понимаем, что Google и система AI работают абсолютно по-разному. Google ориентируется на ссылки, система AI на экспертизу. Google на ключевые слова, система AI на домены знаний. Google на поведенческие факторы в Google аналитике, система AI на анализ того, что делает бизнес. То есть не может быть в целом одного и того же подхода. Дальше я нашел агентства, которые предлагали свои услуги. И что я увидел? Вот смотрите, прайс одного из агентств, который занимается продвижением в AI-системах. 3 тарифа. Базовый 2-3 тысячи долларов в месяц, средний 4-7 и полный пакет 8-12 тысяч долларов в месяц. И они честно говорят, первые результаты через полгода. То есть прежде чем вы вообще что-то увидите, вы заплатите минимум 48 тысяч долларов. Гарантий никаких, естественно. Потом я нашел сервисы, которые обещали автоматическое продвижение за 600 долларов в месяц. По факту это платформа, которые массово создают низкокачественные статьи за вас, у вас на мусорных сайтах. Краткосрочно, может быть, это что-то и даст, но долгосрочно это однозначно повредит вашей репутации. Дальше я решил разобраться сам. И в процессе понял одну важную вещь. Это работа, которую нельзя делегировать полностью. Смотрите, не потому, что это технически сложно, а потому, что искусственный интеллект оценивает глубину понимания вашего бизнеса. И эта глубина есть только у вас, ее нет у меня, у сервисов, у агентств или еще у кого-то. Есть пример с репетитором английского языка. Она работала на Preply и брала 15 долларов за урок. ChatGPT начал ее рекомендовать, потому что она правильно и последовательно описала свою специализацию в нужных местах. Спустя полгода она подняла цену в 3 раза. Говорит, что теперь получает стабильный поток клиентов из ChatGPT без необходимости вообще вкладывать что-либо в рекламу. Она не нанимала агентство. Просто она знала свою нишу достаточно глубоко, чтобы искусственный интеллект это понял. Теперь о самом плане, как и обещал. 4 шага. Первый шаг – это аудит. Прежде чем мы вообще что-либо строим, нам нужно понять, где мы находимся прямо сейчас. И для этого мы делаем замер во всех основных AI-системах. То есть вы вводите в ChatGPT, в Gemini, Perplexity, Claude заранее подготовленные правильные промпты, запросы, и фиксируете, что эти системы знают о вас. Что они, возможно, выдумывают, галлюцинируют, где у них пробелы. Все это вы собираете в одну таблицу, которая становится вашей точкой А. Есть целая методология сбора, чтобы не просто сырые данные, вы их обрабатываете особым образом, составляете таблицу упоминаний, матрицу упоминаний, позитивный ключ, негативный ключ, ошибки, и это ваша точка А. То есть от которой вы можете отталкиваться во всех дальнейших шагах и мерить эффективность. Большинство пытается что-то делать без этой карты и в итоге не понимают, почему ничего не меняется. А на самом деле они даже не знают, поменялось ли что-то. Второй шаг – это сущность. Когда вы видите свою точку А, часто оказывается, что проблема вовсе не в контенте или не в его количестве, а в том, что искусственный интеллект просто не понимает, кто вы такой или чем занимается ваша компания. Когда на LinkedIn компании или вас написано одно, на сайте другое, в соцсетях третье,
и статью находит вообще о четвертом искусственном интеллекте. Искусственный интеллект видит несколько разных компаний или людей с одинаковыми именами, ну, очень похожими, буква в букву, и не понимает, кому из них вообще и в какой теме доверять. На этом шаге, на втором шаге, мы устраняем эту путаницу и собираем все сигналы в одну точку. После этого искусственный интеллект наконец начнет понимать, чем именно вы занимаетесь. И тут важно составить правильно эту сущность, потому что в отличие от Гугла, искусственный интеллект не по ключевым словам смотрит, а по логике сущности, по тому, в каком кластере человеческих знаний вы работаете. Тут нужно этот кластер правильно сформулировать. Третий шаг – это цитируемость. Когда искусственный интеллект понимает, кто вы, ему нужна причина вас рекомендовать. И здесь большинство людей совершают одну и ту же ошибку. Начинают писать больше контента в надежде, что количеством они победят качество. На самом деле искусственный интеллект цитирует не того, кто публикует много, а того, кто появляется в правильных местах с правильным типом контента. И именно это мы выстраиваем на третьем шаге. Как? Не в мусорных площадках, не в сайтах, которые повредят репутации, а как в качественных местах размещать информацию о себе. Это все делается, и это все работает. И четвертый шаг – это первоисточник. Это самый глубокий уровень, и он отличает от всего предыдущего тем, что больше не подстраивается под существующие сигналы, а создает то, на что начинают ссылаться другие. То есть вместо подстройки «я лучше вы» создаете категорию, где вы единственны. Когда вы становитесь первоисточником в своей нише, искусственный интеллект достает ваше имя автоматически каждый раз, когда кто-то спрашивает про вашу тему. И эту позицию очень сложно догнать кому-либо из ваших конкурентов, тем, кто пришел позже. Для экспертов здесь работает одна механика, для e-commerce и локального бизнеса другая. И мы будем разбирать все варианты. Аудит, сущность, цитируемость, первоисточник. Это 4 шага, которые я проверил на себе и на других, прежде чем был готов передавать вам. Совсем скоро я объявлю о своем первом живом практикуме по продвижению в искусственном интеллекте. О том, как сделать так, чтобы ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity рекомендовали ваш бизнес. Не пропустите анонс, следите за рассылками и подписывайтесь на мой Instagram. Там я объявлю первым. До встречи.